Коллеги, привет! Сегодня с вами поизучаем несколько популярных измерителей емкости, индуктивности и сопротивления, так называемых LCR-метров, из бюджетного сегмента. Я планировал взять на обзор приборы не дороже 5000 рублей, но, конечно же, не удержался, и пара приборов слегка вылезли за пределы этой суммы. Первый прибор – это полноразмерный мультиметр. Профи обычно говорят мультиметр, это как Добыч, Квартал и прочее такое, но я не профи, так что это LCR-мультиметр Prostor BM4070. Помимо самого прибора, в комплекте идут довольно неплохие щупы со снимающимися колпачками, чехол, не то чтобы он очень качественный, но он есть, и это хорошо. Инструкция аж на 6 языках, среди которых нет русского, пара вариантов крокодильчиков, в том числе высоковольтные. Не знаю, как они могут пригодиться для этого прибора, который на вход принимает не более 36 вольт, но тоже приятно. И отверточка для замены батарейки и для калибровки прибора. Надо сказать, что для стоимости менее чем 3000 рублей комплект просто шикарный. Ну и сам прибор производит неплохое впечатление. Пластик отштампован качественно, есть дополнительный съемный резиновый чехол непосредственно на мультиметре под цвет кнопок. Батарейки в комплекте нет, батарейку я ставлю свою. Ну, в общем, на первый взгляд, за свои деньги все выглядит очень достойно. Дополнительно я прикупил вот такой пинцет для всяких мелких элементов и SMD-шек. Оказалась довольно удобная штука. Я не буду детально обозревать конструкцию и всякие мелочи. В принципе, на все приборы, которые будут в этом ролике, уже полно хороших обзоров. Вместо этого мы с вами лучше сосредоточимся на сравнении их характеристик и на удобстве использования. Для этого прибора производитель заявляет такие возможности. Нижняя граница измерений прямо не обозначена, но, как я понимаю, подразумевается, что чувствительность равна разрешению на самом мелком диапазоне. И тут мы сразу видим, что максимальная емкость 2000 микрофарад. Это, я считаю, неприлично мало для прибора, который заявляет себя как LCR-метр. Конечно, хотелось бы больше. Но, видимо, следующий напрашивающийся предел в 20 тысяч микрофарад они не потянули, и поэтому решили ограничиться 2000. Ну окей. Из бонусов отмечаем следующее. Прибор делает 3 измерения в секунду. Есть подстройка уровня нуля, класс, это должно быть удобно. Слот для выводных компонентов, возможность измерения падения напряжения на диодах, автоотключение и кнопка удержания результата. Пока оценку дополнительным возможностям не будем ставить, сначала посмотрим, как это все будет работать. А из минусов я бы сразу назвал отсутствие в комплекте пинцета для SMD. Лучше бы его положили вместо высоковольтных крокодилов, как мне кажется. Следующий прибор – это измерительный пинцет Mastec MS8911. Вообще, Mastec обычно позиционируется как приборы нижнего ценового диапазона, но при этом довольно качественные. Конкретно этот мне обошелся в 5 с лишним тысяч, это самый дорогой прибор в тесте, и чуть позже мы поймем, чем продиктована такая его стоимость. В комплекте помимо самого прибора идут запасные съемные наконечники пинцета, и в общем все. Ну и еще батарейка сразу идет в приборе, надо только вытащить защитную пленку. Как выяснилось, батарейка тут формата CR2450, не самая распространенная, но я без проблем нашел такие в ближайшем строительном, так что норм. Пластик отличный, зеленая окантовка верхней части сделана из плотной резины, по качеству претензий нет. Из бонусов. Несколько измерений в секунду, возможность выбора частоты тестирования из 4 вариантов и выбора напряжения тестирования 0,5 вольта РМС или 0,1 вольта РМС. На меньшем напряжении получится меньшая точность измерений, но зато это напряжение гарантированно ниже порога срабатывания полупроводниковых элементов, и мы таким образом сможем производить внутрисхемные измерения прямо на плате. Это вот действительно бонус-бонус. Тут есть автоматический режим, или можно принудительно выбрать режим измерения индуктивности, емкости или сопротивления на переменном токе. То есть мы сразу понимаем, что этим прибором можно измерять эквивалентное последовательное сопротивление. Но что еще круче, отдельно он отображает добротность для индуктивных и резистивных компонентов или тангенс угла потери, он же коэффициент рассеяния, для конденсаторов. Не всегда корректно, но в большинстве случаев похоже на правду. А кроме того, есть режим измерения сопротивления постоянным током. В общем, мы видим, что это уже прибор более высокого уровня, чем предыдущий. Посмотрим, как он себя покажет в реальных измерениях, но характеристики заявлены заметно более внушительные по сравнению с простером. К недостаткам сразу можно отнести. Достаточно узкий просвет между наконечниками пинцета. Это не очень удобно, если надо измерить какой-то большой компонент, особенно если он уже запаян на плату. Наконечники у нас в форме верблюжьей лапы, что для SMD несколько сомнительное решение, посмотрим, как будет для выводных компонентов.
Кроме того, прибор предназначен для использования только правой рукой, потому как дисплей фиксированный. И он не запоминает последние настройки. Если я, к примеру, хочу измерять все напряжением 0,1 вольта и на частоте 10 кГц, то это надо будет выставлять каждый раз после включения. Дальше у нас тоже пинцет. Это DT71 от бренда Minive, того самого, который прославился своими паяльниками серии TS и некоторыми другими приборами. В комплекте помимо пластиковой коробочки тоже идут запасные наконечники. Сам прибор, состоящий из двух отдельных частей, не знаю, насколько это удачное решение, производитель рекомендует его хранить в разобранном состоянии, кроме того, для зарядки его тоже надо разъединять. Так что время покажет, сколько он протянет. Еще в комплекте два кабеля, один для прошивки настройки калибровки, а второй как раз для зарядки. Я совсем немного вышел за границу в 5000 рублей, но учитывая качество исполнения и внимание производителя к мелочам, я бы не сказал, что прибор не стоит этих денег. И хотя характеристики заявлены более чем скромные, даже по сравнению с простером, но зато этот пинцет имеет кучу дополнительных функций, а именно измерение частоты, измерение напряжения, измерение падения напряжения на диодах и генератор синуса, меандра, шума и сигнала произвольной формы, настраиваемый пользователем. В общем, функциональное оснащение достаточно богатое, это серьезный плюс. Опять же, я не буду отдельно и подробно обозревать этот прибор, это уже много раз сделали до меня, я просто отмечу, что в этом ценовом сегменте такой прибор имеет ряд преимуществ перед конкурентами. Еще из фишечек стоит упомянуть, конечно, автоотключение, оно в общем есть у всех приборов из сегодняшнего обзора, что неудивительно. Автопробуждение по датчику перемещения, автоматическая ориентация экрана, автокалибровка, плюс еще можно откалибровать более точно по эталонным элементам. Для этого есть специальная экселевская табличка, из которой мы, кстати, видим, что максимальный предел измерения индуктивности не 4,7, а 47 миллигенри. Проверим. И куча настроек, среди которых время сна, ориентация и яркость дисплея, чувствительность сенсорной кнопки и частота для каждого из режимов генерации сигнала, кроме шума, а также форма пользовательского сигнала. Ну и отдельно стоит сказать про суперудобный пинцет. Он не пружинный, он тут сделан на магнитах, и это просто песня. Магнитов две пары, одна пара отталкивается, а другая притягивается. И в сочетании с формой ножек пинцета это невероятно удобно для SMD компонентов. Я до этого пользовался вот таким пинцетом от Unity, про который я чуть позже немного расскажу. И в общем, до того, как я взял в руки DT71, я думал, что он нормальный. Но нет, ни этот пинцет, ни Mastec не идут с ним ни в какое сравнение по удобству работы именно с отдельными SMD-шками. Из недостатков. Иногда перегружается. У меня версия прибора 1 и 2, это не самая свежая версия, но прошивка для нее установлена актуальная. Тем не менее, такое случается. Из-за такой своей легкой конструкции губки пинцета могут немного расходиться, если пальцами их держать наискось. Но поскольку усилие для удержания детали минимальное, мне это не мешает никак. У прибора нет принудительного выключения, только если отсоединить верхнюю часть от нижней. Напряжение тестирования в зависимости от режима в районе 2-3 вольт, то есть это прибор все-таки не для внутрисхемных измерений. Ну и кроме того, в отличие от мастековского пинцета, у этого щупы имеет полярность. А еще, понятное дело, высокое выходное сопротивление генератора – 1 кОм. То есть приличный меандр можно получить только на нагрузке очень высокого импеданса. Следующий прибор всем известный LCR T7. Он в представлении не нуждается, его все уже обозрели вдоль и поперек. В сравнении с предыдущими пациентами характеристики заявлены очень внушительные. Из бонусов: цветной дисплей, могучий транзистор-тестер, тестер стабилитронов, считыватель кодов инфракрасных пультов, работа отстроенного аккумулятора, автокалибровка и, конечно, автоотключение. В комплекте кабель для зарядки, 3 провода с корявыми зажимными крючками, конденсатор, светодиод и 3 обжимных контакта, которые можно использовать для инициализации автокалибровки. По недостаткам: только одно измерение на каждое включение, только автоматический режим, и SMD тут достаточно сложно измерять, хотя этот прибор в общем не для SMD. Я его купил за 1100 с копейками, сейчас он стоит около 1200 рублей. Еще у меня был его младший брат LCR T4, он по характеристикам ничем не отличается, только работает от батарейки, без инфракрасного датчика и не имеет повышайки для стабилитронов. В остальном все то же самое. Ну и еще по полупроводникам он менее продвинут в плане отображения дополнительных параметров. И последний прибор, который не относится к обзору, но я буду его использовать просто в качестве референса. Это пинцет UT116C.
Крайне неудачная штука. Хотя он, как и LCR T7, умеет работать со стабилитронами, но индуктивность он измерять не умеет, у него нет принудительного выключения, только автоматическое, и он жрет батарейки как не в себя. А еще он дико пищит при отключении и пугает старенького больного котика. В общем, такое себе. Ну что ж, со всеми приборами познакомились. У меня есть довольно обширная библиотека SMD-шек, несколько прецизионных элементов и несколько элементов с большими номиналами. Показывать весь процесс измерения нет никакого смысла, так что сразу перейдем к результатам. Для начала сопротивление. Поскольку Mastec умеет измерять не только по постоянному току, но и в режиме измерения импеданса, я выделил этому прибору 2 строчки в рейтинге. Тут надо сказать, что, насколько я понял, полноценно измерять комплексный импеданс умеет только этот прибор. Он использует мостовую схему измерения, причем как с параллельным, так и с последовательным замещением для разных величин импеданса. И измерения идут на чистой синусоиде, частоту которой, как мы уже видели, можно выбирать. А схема замещения выбирается автоматически. Для элементов с маленьким номиналом следует выбирать частоту повыше, 10 кГц, а для крупных, соответственно, наоборот, пониже. Я оставлю ссылки на несколько материалов по теме, кому интересно, почитайте. Из остальных приборов только китайские тестеры умеют отображать коэффициент потерь, а вот BM4070, который вроде как заявлен в качестве полноценного измерителя LCR, не то что тангенс угла потери или добротность, но даже и значение эквивалентного последовательного сопротивления на частоте тестирования не показывает. И это печально. Mastec все это умеет, и я даже проверял, соответствует ли отображаемый тангенс угла потери значению EPS, оно же ESR, для выбранной частоты тестового сигнала. И да, совпадает. Кроме того, все остальные без исключения приборы из обзора используют далекие от синусоида сигналы в качестве тестового. В основном это либо почти чистый меандр, либо меандр, пропущенный через RC-фильтр, либо, как в просторе, треугольник или вот такая странная история, какие-то зубья стены средневекового замка. Китайские тестеры тоже используют разного рода прямоугольные сигналы. Окей, так вот результаты по сопротивлению. У меня все компоненты достаточно точные, только проволочно-цементный резистор имеет допуск 5%, остальные по 1% и 2 прецизионных резистора. На пересечении прибора и компонента показан процент расхождения показаний прибора с номиналом компонента. Чем он больше по абсолютной величине, тем хуже. Если номинал выходил за рамки возможностей прибора, то я считал, что такой прибор ошибся на 100% от номинала компонента. Мне кажется, в данном случае это вполне честно. Очень наглядно получается, если отобразить результаты в виде вот такого графика. Тут отлично видно, что идеально с задачей справился Простор. Чуть похуже выступил тестер T7. На крепком третьем месте по точности Mastec, причем в обоих режимах. DT71 справился хуже всех. Он не взял ни номинал в 0,1 Ома, ни в 10 мегаом. Но справедливости ради, надо сказать, что он нормально определяет номиналы до 5 мегаом, хотя по спецификации выше 2 мегаом он не должен видеть. Запишем ему в плюс. Если же очистить график от номиналов, выходящих за пределы возможностей какого-либо из приборов, то видно, что DT71, T7 и T4 в общем справились так себе. Остальные молодцы. Но поскольку диапазон измерений – это важный параметр, то мы все-таки будем оценивать и по нему тоже. Поэтому я посчитал для каждого прибора общее значение совпадения полученных показаний с номиналами всех элементов и выразил его в процентах, где 100% это точное совпадение с номиналами, это хорошо, а 0% это как если бы прибор по каждому номиналу дал расхождение в 100%, неважно в плюс или минус. И если отобразить результат в виде рейтинга, то получается так. К сожалению, модный и суперудобный пинцет показал себя хуже всех. Остальные в целом нормально, никакого страшного криминала нет. Ну и безусловный лидер Простор. Он, как и все остальные, кроме Mastec, умеет измерять сопротивление только постоянным током, но он точнее всех. Разумеется, я делал поправку на сопротивление щупов и выяснилось, что крутилка с установкой нуля в режиме измерения сопротивления не работает. Это как-то странно. Запомним это. Следующий тест – измерение емкости. Тут у меня номиналов побольше, но и разброса у них больше. Конденсатор высокой точности только один на 1000 пик, он имеет допуск 1%. Поэтому принимать во внимание расхождение показаний с номиналом для тех компонентов, у которых допуск более 5%, как мне кажется, неправильно. Ну и отдельный случай с керамикой на 22 микрофарада. Диэлектрик в многослойных керамических конденсаторах очень капризный, и их емкость сильно зависит и от температуры, и от приложенного напряжения. А поскольку напряжение тестирования у приборов разное, я бы сказал, что этот столбик очень спорный.
Есть еще нюанс с Mastec. Похоже, что для емкостей выше 10 микрофарад более точные результаты измерений он выдает на низких частотах тестового сигнала. Аналогично и с индуктивностью выше 10 миллигенри. На 15 миллигенри и больше, а я пытался измерять индуктивность обмоток трансформатора, гораздо больше похож на правду результат, полученный на 100 Гц. Хотя и разрешение измерений, и добротность катушек получается выше на более высокой частоте тестирования, при том, что схема измерений везде последовательна. Не вполне я понимаю, как корректно обосновать выбор частоты тестирования в зависимости от номинала компонента, но, в общем, давайте считать, что для емкости выше 10 микрофарад и для индуктивности выше 10 миллигенри надо выбирать минимальную частоту. Возможно, со временем придет более детальное понимание. Кстати, выводные компоненты тестировать вполне удобно, но прижимать все равно приходится довольно сильно, чтобы показания были более точными. А на более емких электролитических конденсаторах все приборы уложились в допуск, поэтому сложно сказать, какие из них правы, а какие не очень. Из интересного тут тот факт, что с емкостью в половину пикофарада справился только Mastec. С 20 пиками уже получше, и, что удивительно, хорошо справился Т4, хотя вроде как не должен был, он заявлен на 25. Молодец, гордимся. Принимая во внимание допустимый разброс номиналов и погрешности измерений самих приборов, клетки, помеченные зеленым, я не стал учитывать в рейтинге. И у меня остались претензии только к максимальным диапазонам измеряемых значений, а в этом смысле очень хорошо себя показали Mastec и китайские тестеры, и к измерению тангенса угла потери и ESR. Поэтому я добавлю такой виртуальный столбик и сниму баллы за отсутствие дополнительных параметров со всех, кроме MS8911 и китайских тестеров, хотя последние показывают ESR и VLOS только для конденсаторов достаточно большой емкости, и тестирование они производят не синусом. Ну ладно. Да, и на этот раз немного порадовал Простер. Выяснилось, что установка нуля работает для измерения емкости. Но диапазон этой крутилки очень небольшой, на щуп в виде пинцета его не хватает из-за его значительной емкости. Ну и опять же, предел в 2000 микрофарад и отсутствие измерения коэффициента рассеяния ESR во вроде как специализированном приборе, ну камон. Лучше сделать его на 1000 или даже на 2 дороже, но чтобы он это все умел. Так, из основного у нас осталась индуктивность. У дросселей на 10 и на 330 микрогенри допуск вроде как 20%, но, судя по результатам измерения, они гораздо более точные. Если, к примеру, посмотреть средние значения по этим столбцам, исключая не справившегося Т7, то получится почти полное совпадение с номиналом. Поэтому я позволил себе не убирать эти дроссели из общего зачета. А вот с трансформатором начались чудеса. Кто-то показывал его как диод, кто-то как резистор, при этом неправильно определяя сопротивление обмотки. А кто-то выдавал явно некорректные значения. Простер на пределе в 20 Генри заявил, что индуктивность сетевой обмотки 1,6 Генри, но на пределе в 2 Генри уже показывал, что индуктивность выше этого предела. Наиболее убедителен был, вы не поверите, опять Mastec. Причем, как мы уже говорили выше, только на низкой частоте тестового сигнала. На более высоких частотах тоже отображались какие-то невнятные результаты. Поэтому за трансформатор я снял баллы со всех, кроме Mastec. Мы помним, что DT71 заявлен до 4,7 миллигенри, в калибровочном файле до 47 миллигенри, но на практике он нормально взял высоту в 15 миллигенри. Больше официальный, но 40 он уже не тянет. А остальные вроде как аж до 20 генри и категорически это заявление не оправдывают. Остались только дополнительные фичи, которым лидирует DT71 и наши безымянные тестеры из Китая. Но давайте коротко пройдемся по всем приборам. Работать с диодами и светодиодами умеют все, кроме Mastec. И это супер обидно, потому что, забегая вперед, скажу, что на самом деле такая функция в его конструкции есть, но она не используется. Остальные умеют, но хуже всех выступил Простер. Он взял только красный светодиод, и падение он показывает некорректно. В общем, тоже разочарование. Через минуту вернемся к этому вопросу. Т4 не осилил белый, а Т7 и DT71 справились со всеми. Отдельно еще раз отмечаем DT71 с его генератором, вольтметром и частотомером. Не сказать, чтобы это все было сильно нужно, но приятно. Да, и мы помним, что у генератора высокое выходное сопротивление, а с учетом того, что выходной сигнал никак не регулируется по амплитуде, то и не всякий усилок таким проверишь. Пытался представить ситуацию, в которой это мне пригодится, и вариантов набралось не больше 3-4. Про китайские тестеры все понятно, они по универсальности и функционалу вне конкуренции, об этом нет смысла отдельно говорить. Что касается удобства использования, то тут надо учитывать, что приборы конструктивно сильно разные и заточены под разные цели.
Нельзя SMD-пинцеты приравнивать к мультиметру или транзистор-тестерам, поэтому я бы отдельно поставил каждому из этих приборов по 5 звезд. Мастеку за честную синусоиду, мостовую схему измерения и вообще за претензию на более высокий класс измерительного прибора и, конечно, за возможности измерений прямо на плате. Да, это будут приблизительные оценочные показания, и если, например, несколько конденсаторов запаяно в параллель, то определить, какой из них высох, вероятнее всего не удастся. Но все равно для идентификации компонентов и для быстрой проверки их работоспособности это очень удобно. Кроме того, SMD-конденсаторы не маркируются, так что если вы изучаете какую-то плату, не имея схемы, то такой прибор будет очень полезен. Пинцету от MiniV стоит поставить 5 звезд за невероятную эргономичность и дополнительные функции. Простеру за качество исполнения и комплектацию при более чем скромной цене, да и с точностью измерения у него не так уж все и плохо. А за китайские тестеры говорит их популярность, тут добавить нечего. Для полноты обзора осталось только разобрать те приборы, с которыми можно это сделать. То есть все, кроме DT71. Его, я так понимаю, можно разобрать только один раз, а меня жаба душит. Меня интересует исключительно качество сборки, никаких выводов по схемотехнике я, конечно, делать не буду. Т7 внутри выглядит так. Пайка хорошая, на плате видны компоненты высокой точности и Atmega с затертой маркировкой, скорее всего реплика. Все качественно и аккуратно, вопросов нет. Т4 и разбирать не надо, на нем все видно. Поэтому давайте разберем простер. Я, признаться, ожидал, что там будет трэш в стиле кустарных китайских тетрисов конца 80-х, начала 90-х годов. Но нет, смотрите. Качественные платы, хорошая пайка, все отлично. Есть несколько подстроечников для калибровки, и, наверное, ими можно еще немного скорректировать проблемные места, хотя для падения на диодах я подстроечника не нашел. Тут вот еще пустое место под бипер. Вообще, этот прибор – это, наверное, самое большое разочарование среди всех обозреваемых. Да, он бюджетный, но видно, что сделан старательно, с вниманием к деталям, и при этом такие скудные возможности в плане отсутствия измерения добротности ESR и крайне узких максимальных пределов измерения – обидно. Ну и остался Mastec. Разбираю. Смотрим. Сразу бросается в глаза ужасное качество шелкографии. Ну, видимо, экономили как могли, чтобы сделать прибор повыше уровнем, но в бюджетном сегменте. Тут у нас 8-битная STM-ка с ультранизким потреблением. И вот такой чип, который, как оказалось, и выполняет всю работу по измерению импеданса. Подробной документации на него в свободном доступе я не нашел, но есть обзорный документ, по которому и стало понятно, что этот чип умеет измерять падение на диодах. И в других приборах на его основе такая функция есть. Тоже разочарование, но не такой большой, как с простером. Общий рейтинг по точности и по диапазонам у меня получился такой. В общем, да, он полностью соответствует моим впечатлениям именно в плане такого сугубо формального подхода к измерениям. Если же говорить об удобстве и способах применения, то я лично для себя решил так. Этих 3 товарищей я отправляю на дальнюю пыльную полку, пусть лежат на всякий случай, когда-нибудь да пригодятся. DT71 буду использовать для проверки свежекупленных SMD-шек или когда собираю тестовую плату, чтобы не ошибиться при наборе и установке компонентов. Самый подходящий для этого прибор. Есть, конечно, к нему претензии, но вот для таких целей должно быть отлично. Mastec 8911 будет у меня на случай, когда нужна точность номиналов. Если вдруг надо подобрать какой-то контур или фильтр, ну или если надо проверить элемент прямо в схеме, то шикарный вариант. И LCR T7 просто рабочая лошадка, которую не жалко. Практически все умеет, но все по чуть-чуть. Буду использовать вместо T4, потому как T7 хоть и выдал менее точные результаты, чем младшая модель, но зато он заметно богаче в плане функций. На сегодня это все. Подписывайтесь, не поскупитесь на лайк, комментируйте и будьте на связи.